По мере развития мобильного War Thunder в игру прибывают новые игроки. Чтобы легче и эффективнее осваиваться, подобрал для вас различные советы. Данное видео ориентировано для новичков, но, возможно, алды тоже извлекут из него что-то полезное. Недалеко уходя, начнем с настроек игры. Графику рекомендуется выставлять под возможности вашего устройства, чтобы извлекать наибольшее количество кадров, которое важно в шутерах. Между качеством графики и разрешением лучше делать выбор в пользу второго. Это позволит лучше замечать противников, их действия и препятствия. Среди очевидной настройки раскладки и чувствительности под себя важно обратить внимание на прочие опции в каждой компании. Ознакомиться подробнее можно, удерживая иконку вопроса. Например, крайне рекомендую отключить траву в танковом прицеле, поскольку она только усложняет процесс. При необходимости комментарии под видео и наш телеграм-канал открыты к более детальной и конкретной помощи. В игре присутствует система рейтинга в виде таблицы рекордов. Это возможность получить ценные ресурсы, поэтому если вы намерены активно играть, то нет смысла пропускать эту возможность. Нажимая на иконки вопроса и удерживая трофей, вы можете подробнее узнать условия и требования по каждой компании. У меня на канале имеется более подробное видео касательно рейтинга. Также в новостях игры всегда присутствует упоминание рейтинга при сезонных обновлениях. Все необходимые ссылки будут в описании под роликом. Как и во всех играх, наиболее выгодным вложением реальных средств является покупка боевого пропуска. По личному опыту скажу, что первое время, тем более без доната, будет достаточно тяжело и нудно прокачивать аккаунт. Поэтому заранее лучше оценить все плюсы и минусы. Для тех, кто все же намерен вкладывать в аккаунт, рекомендую сравнить внутриигровые цены с ценами на официальном сайте игры. В зависимости от региона и устройства цена на сайте может быть более привлекательна, при этом не меняя сути товаров. Ремонт – ключевая часть игрового процесса, но не всегда эта опция выгодна. Зажимая иконку техники в бою, вам предоставляется состояние модулей машины. Иногда поврежденным может быть только пулемет, и если он слабый, то необходимости в приоритетном ремонте нет, значит можно сэкономить время и ресурсы. Достаточно приблизившись к союзнику во время ремонта, появляется возможность помочь и ускорить этот процесс. Обратите внимание, что для этого нужно не иметь активной возможности собственного ремонта, и на время помощи вы теряете возможность к передвижению. Рекомендую установить автоматическое пополнение экипажа в настройках игры, чтобы не усложнять игровой опыт. Важно вовремя тушить пожары во избежание вторичных последствий, вплоть до уничтожения техники. Ликвидация внешнего пожара происходит автоматически в течение некоторого времени. Если вы подверглись значительному урону и вероятность продолжить бой минимальна, можно сэкономить огнетушители и отказаться от пожаротушения. Выбор типа снарядов и их количество несет с собой фундаментальное формирование игрового процесса. Подробнее об этом есть в роликах на YouTube и сайтах игры. Если вы хотите увидеть раскрытие данной темы от меня, дайте знать об этом в комментариях. Например, некоторые осколочно-фугасные снаряды годятся не только для уничтожения легкобронированной техники, но и для существенного повреждения или ликвидации, казалось бы, хорошо защищенного противника, попадая в специальные области модулей. То же самое касается некоторых топовых зениток, которые уничтожают танки в лоб, пользуясь лазейками регистрации повреждений. Усилители могут выступить значительной подмогой, особенно в связке с премиум-аккаунтом и премиумной техникой. Самыми ценными являются усилители серебряных львов, поскольку они дают вам не только серебро, но и дополнительные значения для общего рейтинга. Усилители опыта оправданы, когда у вас достаточно серебра, и вам нужно как можно скорее прокачать следующую технику. В силу специфики эффективной игры и прокачки, усиление опыта техники достаточно бесполезно, хотя может быть применимо на ранних стадиях игры. Дублеры тоже специфическая механика, которая позволяет единожды за сражение использовать уничтоженную технику еще раз. Наибольшая польза от них в моменты, когда от выбора техники зависит исход боя или ваши личные результаты. Не советовал бы их растрачивать, но особо беспокоиться в их получении я бы тоже не стал. Артиллерия и поддержка с воздуха выступают бонусной огневой мощью. Рекомендую применение крупного калибра по более-менее статичным противникам, особенно которые как можно ближе. Артиллерия не так уж часто порадует эффективностью, но почему бы не применять? Выбор авиационной поддержки зависит от ситуации в бою. Иногда важно прикрыть союзника или ликвидировать вражеский бомбардировщик, либо самому выступить в роли штурмовика.
Подробнее про непосредственно воздушные сражения у меня есть видео на канале. Отмечу, что если вы на большом удалении от противника на истребителе и сокращение дистанции минимально, лучше сразу покинуть самолет и не терять время. Перед вылетом позаботьтесь, чтобы ваша наземная техника не попала под вражеский огонь. Не забывайте, что не всегда уместно вступать в подобные воздушные сражения. На всех рангах корабельной кампании подлодки выступают достаточно дотошными противниками. Играя на всех рангах, кроме 6-го, единственное решение – это сближение. Не забывайте брать упреждения для соответствующих орудий и маневров техник. На 6-м ранге сближение также важно, но исходя из возможностей ваших ракет. Некоторые торпеды могут быть эффективны против подлодок на минимальных расстояниях. Если подлодка под вами, то на помощь придут глубинные бомбы. В дуэли у любой подлодки в конце концов закончится воздух, и она станет крайне уязвимой целью. Пока это не случилось, вам важно минимизировать получение урона от противников. Ссылки на мои более детальные гайды по корабельной кампании будут также в описании. Если заинтересованы в едином актуальном гайде, также дайте знать в комментариях. Если вам по душе морские ракетные бои, то при повторном появлении рекомендую обзавестись экранопланом. Техника, которая не оставляет шанс подводным лодкам и не дает спокойно играть стандартному флоту. Позволяет несложно и регулярно отыгрывать эффективные бои, необходимые для рейтинга. Важными аспектами борьбы с экранопланом являются поражение модулей движения, например, по двигателям с орудий, и грамотная игра по таймингам. В ежечасных акциях на технику есть интересная лазейка. После обновления предложения доступен к открытию бесплатный бонусный ящик с непримечательными, но не лишними наградами. Покупая чертежи на текущую технику предложения, вы его тем самым обновляете. Таким образом, снижаете стоимость машины и получаете очередной бонусный контейнер. Большинство премиумной техники не является выгодным вложением. Если все же надумали что-то покупать, то лучше делать это во время хороших скидок. Польза может быть от некоторых таких единиц самолетной компании. Это поможет быстрее выкачивать экипаж, на который ни в коем случае не нужно тратить золото. Рекомендую заранее обращать внимание на чертежные варианты. Во всех компаниях это самые эффективные и универсальные машины, несмотря на обычный фарм непремиумных версий. С выбором подходящей техники помогут обзоры, в том числе на моем канале. Нередко, когда игроков интересует конкретный режим, и играть в других вынуждают награды рейтинга. Чтобы облегчить эту задачу, рекомендую в авиационной компании обращать внимание преимущественно на американские штурмовики и некоторые бомбардировщики. На момент записи видео это самая эффективная и простая мета по набору очков. Возможность быстро и масштабно уничтожать базы и наземные объекты с ограниченными опциями истребителя. В случае неумолимой охоты за вами можно перейти в другой бой. Правда, помните про издержки дезертирства, отражаемые на серебре и статистике. Подводные лодки быстрее пополняют кислород в надводном положении, чем на уровне перископа. Дополнительно обратите внимание, что у подлодок с дизель-электрическими установками запас кислорода меньше в сравнении с атомными аналогами.
Надеюсь, информация из видео была полезна и поможет в дальнейшей игре. Если у вас есть дополнительные советы и исправления, жду вас в комментариях. За детальной помощью и тематическим общением добро пожаловать в мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, удачных сражений!